все нас ломают, вообще никакого шанса на победу. Кто набивает серию побед, а мы тут набиваем серию поражений. Всем привет, ребят! И начался у нас 4-й раунд лиги. Предыдущие 3 сливных раунда уже есть на канале. 4-й раунд, ну, мы играем с французами. Французы фигачат тоталы. Они 3 подряд раунда, давайте покажу табличку. Они 3 раунда подряд, вот они. Французы выбивали тоталы, да, вот второй раунд, первый раунд. Поэтому с нас, скорее всего, что тоже выбьют тотал. И это у нас уже будет 4-е поражение подряд. Я не знаю, что будет по таблице вообще, что будет по лиге. Хотелось бы подняться, но, видимо, не в этот раз. Посмотрим, как оно пойдет. Отметил я себе, ребят, первый номер. У меня метатели будут, плюс дюк с ранцем, тряски, герои, осадки. Королеве взял хилочек со стрелой, все остальное вот по умениям видно. Так, что хочу сделать? Смотрите, ну низ понятно почище немного. Королеву, стрелу королевы через хранилище, через центр базы кверху, с верхней стороны дюк. Должен буду забрать в идеале башню возмездия, вот источник лавы, швырятель и внизу арбалет. Посмотрим, как это получится. Сверху домик строителя заберу сразу. Домики строителя в центре заберу дюк, потому что, ну, они будут мешать. Короче, заберу домик строителя сверху, шариками закину дюка, дюк уберет домики строителя по центру со стрелой вместе с королевой. Ну и потом закину трясы, потому что, ну так, чтобы никуда не торопиться. Что дальше у меня будет? Метатели хочу направить кверху с королем, с осадкой, с хранителем, а у меня королева с дюком пойдут, скорее всего, что вниз. Им подкинули дышку, и ядом буду натравливать клановую крепость. Вот такой вот план. Посмотрим, как получится. Не сильно я уверен в этой атаке, конечно, но знаете как. Короче, как будет. Так, я изначально взял себе на почистку вниз армию, поэтому давайте сразу. Давайте вот тут почищу. 2 метателя поверху. Так, 2 шарика домик строителя надо убить. Он мне просто не нравится, поэтому я его убиваю. Так, начну с дюка. Дюк. Прожатие дюка. Королева. Прожатие королевы. Я не забрал. Нет, подожди, не забрал. Я же трясы не закинул. Говорю, не хотел сказать уже, что не забрал то, что хотел. Так, яд. Давайте этот чувак внизу. Давайте кину один тотемчик. Дюк, короче, мне сейчас откинется. Я не думал, что он так быстро откинется, конечно. Ладно. Давайте ледышку до королевы. И я, наверное, сверху закидываю свою армию, потому что, ну, время как бы идет, а я тут держу армию свою. Еще что-то переживаю, как будто, блин, первый раз атакую. Хотел взять осадку, вот эту вот. Что-то долго я думал ее кидать. Было чуть-чуть быстрее. Так, ладно, я бы резнул, наверное, дюка. Там королева как раз. И короля, думаю, надо поражать. Самое время. Посмотрим. Тотемчик у меня будет сверху один. Тотемчик будет один снизу. Потому что дюка нормально дамажит. Центр я пока не знаю, кто заберет. Если что. Бомберов я закинул. Блин, а кто центр будет бить? Что-то с центром, я, кажется, облажался сейчас. Сейчас посмотрим. У меня есть, конечно, дюк. У меня метатель есть с верхней стороны. Хорошо. Давайте подморозим центр. Да, у меня метатели в центре. Дюка я давайте еще тогда разок ресну. Тотемчики. Не будем жадничать. И шарики. Ну, пока так. Пока так. Не то чтобы у меня армии там много осталось, да, есть мелочь, но добив всякое. Но армия вся в центре просто зависла. И все. Ладно, посмотрим. 50 секунд, времени много еще. Дюк вообще молоток, посмотрите. Да, это будет треха, но это было очень неуверенно с моей стороны. Не знаю, как по армии. По армии вроде запаса много, и времени хватает. И как бы по армии вроде практически уверенная трешка, но, короче, как есть. Вот, свою атаку я сделал, вроде хорошо, подумал нормально, напал нормально, поэтому все отлично. Я считаю, что с моей стороны лига отыгрывается вот прям отлично. Еще у нас атаки на 3-й номер. Здесь вообще все вместе наложено. Не знаю, специально так построили или забыли поменять. Но такая расстановка. Стрела через центр пролетела, забрала нормально клановую крепость, башню возмездия.
И еще с собой прихватила немного зданий по дороге. Так, дракон через ратушу. Драконы, всадники, плюс новая садомашина. Королева с этим. Королева с дюком, плюс король ей в помощь с нижней стороны. Башня возмездия, говорю. Забрали в центре монолит, башню возмездия вот сейчас добивают. И пока... Ну, начало атаки сложно судить, но мне кажется, что тут все отлично будет. Учитывая, что есть еще воскрешение для дюка, плюс 3 тотема и 2 фриза. В принципе, банок прям полно, можно так сказать. Плюс армии полно. Там, я думаю, треха будет. У королевы были целительницы с собой, она еще до сих пор живет. Ресалки. Тут, кстати, видно, да, что даже рез никого не просто. Армия просто с головой, с излишком, не просто с запасом, прям с излишком. Вот, зашло хорошо. Не знаю, насколько это интересно, но, короче, как получилось. Там дальше поинтереснее будут расстановки, поэтому посмотрим, еще будут атаки. А здесь пока такая вот трешка. Так, сразу следующая атака. Здесь тоже драконы-садники, тоже дюк с ранцем, плюс королева со стрелой. Ну, видели, да, башня возмездия, клановая крепость. Что еще? Арбалет какие-то. И, кажется, ПВОшку, да, унесли. С левой стороны, может, еще что-то. Так. Драконы сразу вниз. Драконам хороший коридор. Сделали, видите, с обратной стороны дуйки. Через монолит, вот в сторону клановой крепости. Плюс есть еще король с медузой, где он вообще... Короля не высадили. Почему короля не высаживают нигде? Непонятно, куда хотят короля направить. Там дюк разобрался, кстати, со стражем возле ратуши. Плюс дракон саму ратушу добивает. Вполне хорошо получается верхняя часть базы. Непонятно, что короля держат. Забыли, что ли, за него? Интересно. Посмотрим, что будет. Я сомневаюсь, что за короля забыли. Хотя 2 минуты времени еще, но... Ладно, ждем, наблюдаем. Дюк помер. Ну, Дюк пока что под Фениксом, но для него есть воскрешение. Вы знаете, тут столько дефа осталось, что его... слушайте, он источник королем забирается. Хотел сказать, что столько дефа осталось, что, в принципе, король может сам с этим остатком справиться, учитывая, что у него лошадка плюс перчатка. Ну да, треха и 1 банка в запасе еще остается. Нет, выкинули. На хранителя выкинули. Не знаю, насколько там нужна эта банка на хранителя. Ну, короче, такая трешка получилась. Тоже быстро в атаке. Быстрые атаки какие-то получаются. Знаете, иногда атаки быстрые и всего прям в запасе. Иногда, блин, как будто армии не хватает. Дальше атака на 6 номер. Здесь поинтереснее расстановка. Так, стрела. Ну, тут стрела через центр с дюком. Вверх почищается дракончиками. Для того, чтобы королева могла себе спокойно стрельнуть в мортиру. Тряски в центре. 4. 1 внизу. Дюк полетел хорошо. И стрела. Забрали внизу швыряльки с арбалетом, клановую крепость. Огнепушку забрали. И почистили вверх. Плюс открыли все заборенькие. Хорошо заборенькие в центре открыли. Дальше метатели, которые будут запускаться вот бомбером. Бомбер долго, конечно. Не, нормально. Бомбером к этому. В ячейку к ратуши. Там, видите, открытый заборник. Сейчас посмотрим, что вообще почистят метатели, когда зайдут туда. Чтобы они не разошлись в разные стороны. Конечно, такое тоже может быть. И есть еще рисовки на дюка. Там еще королева, кстати, он нормально живет, полная, с хилочками. Через вороны. Ворона хорошо помогает тоже в данном случае королеве. Король тоже вообще молоток, посмотрите, как почистил. Бомберы, правда, посмотрите, там пробили заборинку трясами разбили заборы, а бомберы пробили забор метателем вниз. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, как это выйдет. Ну, башню возмездия, я думаю, заберут. Ну, там монолит. Ой, монолит, говорит, тотем пошел. Метателей много. Королеву воскресили, дюка воскресили. Забрали монолит. Слушайте, отлично. Тут от базы мало чего осталось. Армии вроде предостаточно.
Прям хорошо получилось тоже. Не такой запас, конечно, как в той предыдущей атаке, там где-то была предыдущая, одна из предыдущих, где там вся армия осталась живая, но все равно прям нормально. Еще атака, ребят, идет на 12 номер. Зрителей, смотрю, все больше и больше. Что по атаке? Метателей. 8 супершариков, интересно. Йети. Колдуна забрать. Снизу... Что снизу закинули? супергоблины. Я так понимаю, хотят королеву кинуть в ратушу и тут же ее поражать. Чтобы стрела полетела через центр, через саму ратушу. Сейчас посмотрим. Потому что есть стражи, есть герои, на это все может королева сагриться. Интересно, как это получится. Потому что королева сейчас, сагрится реально на страже, если он будет снизу стоять. Интересно. Или нет? Загадка. Прям интересно, что делать будут. Так, хранитель. Там печка одна в хилок прыгнула, видите, возле хранителя. И... еще и фаер. С поражанием. Хилки почти, почти померли. Хотя, там они почти мертвые хилки, если на них потыкать немного. Так, королева, стрела через ратушу, и вроде нормально полетела стрела. Да, забрала иконную крепость, и ратушу добили уже. И метатели пошли с левой стороны в помощь к этому. Помощь к хранителю. Единственное, что меня тут смущает, это то, что там хилочки мертвые, и кажется, красной бомбой их можно добить, наверное. Будет обидно. Я провтыкал, как почистили верх. Что-то не обратил внимания, что там было. Но добили вот монолит с верхней стороны. Походу королеву. Да, королев с медузой. Так, не знаю, посмотрим. Как будет. Есть воскрешение одно. Есть еще минута времени. Есть прилично... ладно, есть еще здание с левой стороны. Слева сверху. По времени, сильно долго все. Мне кажется, долго. Сейчас посмотрим. Так, и... Кого воскрешать вообще будут? Если ждать до конца атаки, чтобы кого-то воскресить, то вот Дюка воскресили, то не хватит времени. Мне кажется, вот сейчас времени-то и не хватит. 30 секунд. Много зданий, учитывая там хранилище, вообще фиг пойми где. И да, это сливная атака. Просто по времени. Долго самое начало было, считайте, пока почищали, пока хранители там с левой стороны держали, прям реально было все долго, поэтому и слив. Хотя получилось, кстати, все прикольно. Фаер с левой стороны плюс стрела. Так, 94. Но мы играем против французов. Французы, они отыграли 3 раунда в тотал. Давайте сразу покажу. Вот. Мы с ними играем. Давайте, где мы их найдем тут. Вот. Они 3 раунда в тотал выбили по 45. И с нас пока что еще ни одного слива. Будет, конечно, везение такое, если они сольют именно на нас, именно в этом раунде. Но кто знает, посмотрим. Так, очередная атака, ребята, у нас на 7 номер. Такая вот квадратная расстановка. Чтоб по армии трясы полетели. Сразу этот дюк. Королева с поражанием забрали башню возмездия, клановую крепость. И вроде как все остальное это по мелочи. Всадники с драконами. Кстати, с верхней стороны была дуйка, ее тоже забрали. Вот здесь где-то возле... где-то возле монолита. Так, король с 12 на почистку, тоже с медузой. Медуза, перчатки и... Медуза, перчатки, лошадка у короля. 12 нормально тоже почистить. В итоге все драконы должны, по идее, пролететь через центр. Драконами всадники так точно, потому что дев король подобрал. По банкам 4 тотема, 2 мороза. Королева, кстати, до сих пор живет. Нормально так.
И воскрешение еще есть, пока его... Ну, понятно, воскрешение обычно все держат, потому что что его тратить сразу? Что-то там герои, конечно, армию расшатывают, так неприятно. Тотемы все возле ПВОхи. Все, героев тоже разобрали. Ну, нормально. Зашло. Зашло так зашло. Пока что с нашей стороны один слив, но а, что-то мне подсказывает, что это у нас один слив вряд ли даст нам победу. Будем смотреть. Вот до конца раунда там не так много осталось. Сейчас и узнаем. Дальше по атакам. Так, тряски. Кстати, строитель сразу отличил, видели эту... Кстати, немного подлечил. Башню возмездия, но забрали нормально. Башню возмездия, монолит и воздушные бомбы еще стояли на базе, потому хорошо подобрали. Королева через джамп тоже отлично пошла. Жалко, конечно, она померла, я не понял. Не обратил внимания, кстати, кто ее так быстро разобрал. Но жила бы она, было бы в тему, что у королевы гигант был. Так, король с дюком влево и драконы с осадной машиной вправо. В принципе, пока все отлично. Для дюка есть воскрешение. Ну и король. Там король пока перед дюком танковал, вроде нормально было. Так, поехали, что у нас прожатие хранителя. Пока непонятно, кто в центре. Кто в центр вообще залетит подбирать его. Вот. Потому ждем, что будет. Дюк вообще молоток. Посмотрите, левую сторону как почистил. Аж до ПВОшки долетел, там почти до вражеского дюка. Я думаю, тут трех тоже будет, потому что, ну, армии много еще. Дефа. Что тут из дефа осталось такого серьезного? Ну, дюк сейчас еще вот поддамажит ПВОху. Облетает он эту печку. Так. Минутка времени. Снизу еще немного зданий. И там центр останется. Но да, это будет треха. Тут уже понятно, армии хватает. Всего вроде как хватает. Где-то видел ворону с дедом. Вон она есть. Сейчас ворона будет нормально дамажить Маратуш. Так. Ее дракончик раздамажил. Супер. Еще одна трешка. Еще один вариант, как видите, как королеве проходить через... кидать стрелу вот королевы через джамп с инвизами. Так, ребят, последняя атака будет на сегодня. И точнее, ну, последняя атака с ролика. И дальше я уже покажу, что у нас по результатам. Что по началу атаки. Супер гоблины. Ратушу ими хотели забрать, но там бомба. И... Ой, ратушу, говорю, клановую крепость. Забрали, кстати, реально забрали. Невидимость, супербомбер и супергоблины забрали ратушу. Осталось там пару лучниц, но пару лучниц вообще не страшно. Шары выманили кучу красных бомб. Тряски, дед с фаером, плюс отзыв деда, и дед был еще и с лесой при этом, и он еще и стоял на воздух. Как бы нормально. Пока начало атаки прям интересное. В отличие от других атак, ну, от большинства, они все банальные были, тут как-то поинтереснее, что ли. Так, снизу стрела полетела. И дюк с верхней стороны, не знаю, что он там заберет. Ну, дюк... он без ранца дюк, он не будет лететь через карту, он просто на подчистку верхней стороны. Стрела забрала ПВОшку, кажется, с верхней стороны и снизу тоже. Пока норм, и печка не мешает драконам. И низ вроде как нормально почищен. Король в помощь дюку. С чем там король был? Лошадка, мяч. Ну, вроде нормально. Центр, я думаю, заберут. Хотя, подождите, в центре-то никого пока что. Не, вот пара драконов перебрались на центр. Но есть еще мороз и есть тотем, поэтому центр заберут. И пламенный дракончик нехорошо дамажит. Вот, поэтому, я думаю, нормально будет по центру. И правую сторону уже добивают, плюс есть воскрешение.
Воскрешение вообще последнее время, вот как появился Дюк, банка воскрешения, прям вообще метовая банка. Тупо в каждой армии, где есть Дюк, есть банка воскрешения, потому что на других героев она как бы не так эффективно работает. Так, вообще, что у нас получается по атакам? 38 звезд, 13 атак у соперников. У соперников, короче, еще 3 атаки, у нас еще 2, но у нас уже есть одна сливная. Потом давайте посмотрим, что у нас получилось по лиге. Ну что, ребят, закончился раунд. Короче, все нас ломают. Вообще никакого шанса на победу. Ну, блин, просто надоел уже как-то. 45-44, с нас второй раз уже выбивают тотал, как вы поняли, да. И даже если бы мы добили вот ту одну звезду, которой нам не хватило, ну, видели атаку, да, там процентом не хватило, все равно побед бы не было, была бы ничья, а за ничью 10 звезд не дают. Поэтому ну, как-то так. Пока находимся мы внизу. Я уже сделал свою атаку в следующем раунде. Как бы пятый раунд он уже идет. Пятый будет у нас в следующем ролике. С этим раундом, в принципе, все понятно. Кто набивает серию побед, а мы тут набиваем серию поражений. Причем не специально, вроде играем-то неплохо, да, по 44. Два раунда по 44 выбили. Один, не помню, поменьше будет, да. И один вообще прям плохо отыграли, а может в табличке посмотреть. Да, первый раунд 44 выбили, второй 42, третий раунд там вообще все раскисли, выбили 40, и опять 44 вот в четвертом раунде. Ни одной победы с такими результатами, потому что такая вот игра у нас сейчас, что маленькая одна ошибка и все, и косяк, и слив. Вот, как-то так. На этом заканчиваем тогда, переходим к пятому раунду. Пятый раунд в следующем ролике, предыдущие раунды уже есть на канале, поэтому можете посмотреть, кто не смотрел. И я надеюсь, хоть в каких-то раундах мы в этой игре выиграем, потому что, ну, так не дело, блин, каждый раунд проигрывать 4 подряд уже.